Хелена Харпер. На момент события шестой части 24-летний агент правительства США, бывший агент ЦРУ. О самом детстве Хелены неизвестно толком ничего, за тем исключением, что ее родители погибли и росли они вдвоем вместе с младшей 20-летней сестрой, которую звали Дебра. На тот момент ее сестра была студенткой колледжа. В отличие от старшей сестры, она более легкомысленна и думает прежде всего о своем развлечении. У них, как и у всех, бывает ссора между собой, поскольку характеры сильно отличаются. Но родственников не выбирают, и хоть какой-то общий язык они нашли, и у них все-таки сложились очень теплые отношения. Хелена верна своим убеждениям и старается не перекладывать ответственность на других. Она была бы идеальным агентом, если бы не ее опрометчивое поведение. Хелена – девушка строгих моральных принципов, которая неравнодушна к чужим бедам. Она не скрывает своих эмоций, хотя в большей степени просто не умеет сдерживать их, что не раз будет играть с ней злую шутку. Ханниган заметил ее сильную волю, когда она числилась еще в ЦРУ, и рекомендовал ее в качестве нового кандидата в отдел по обеспечению безопасности, хоть и сама знала об ее эмоциональности и совершении необдуманных поступков, но считала, что ее плюсы перекрывает излишнюю опять-таки эмоциональность и прочее. У начальства уже сформировалось мнение о Хелене, а позже оно только закрепилось. А именно, что ее моральные принципы в определенный момент могут оказаться сильнее чувства долга. Хелена так или иначе прошла специальную тренировку по отбору и была лучшей ученицей, однако в ООБ она так и не попала. По той причине, что в определенный момент при расследовании серии убийств Хелена выследила виновника, но в результате задержания применила чрезмерную силу и была отстранена от службы в агентстве. В оправдании Хелена говорила, что просто пыталась заставить его замолчать, ведь тот открыто угрожал родственникам жертвы. Хоть и, как покажет будущее, это далеко не единичный случай, когда Хелена не сможет себя контролировать. Однажды парень Дебры поднял на нее руку, и после этого она попала в больницу. Наша героиня не собиралась оставлять это просто так, за это она и выстрелила в него. Хоть ее и не уволили, так как это не входило в планы старших, но без внимания стрельбу в безоружного гражданского оставить они не могли, и отстранили ее от работы. А после перевели в секретную службу, так как в ООБ путь ей был закрыт. Примерно в 2012 году, получив вышеупомянутую должность, Харпер попала в разведку к советнику по национальной безопасности Дереку Симмонсу, который вместе со своей организацией «Семья» планировал убийство президента. Симмонс знал об ее эмоциональной нестабильности и понял, что ей будет легко манипулировать. Симмонс заставил Хелену сотрудничать, похитив ее сестру. Выбора у нее не было, и она согласилась помочь, в обмен на жизнь Дебры. Симмонс, кстати, сразу хотел убить младшую сестру, как только Хелена уйдет. Но в итоге на ней применили штамм Си-вируса, но Хелена не знала об этом. А после они собирались убрать, конечно же, и старшую сестру. Хелена отправилась выполнять свою часть договора. По плану Дерека она сообщила в секретную службу, что в здание проникли террористы. В тот день она входила в охрану президента, и многие агенты, как и планировалось, оставили свои посты, получив от Хелены информацию, и отправились на поиски. А сам Симмонс именно в этот момент и нанес удар, отправив Липатицу. Однако она поняла, что сделала, и пыталась исправить ситуацию, но ей уже никто не поверил, так как все знали о ее психическом состоянии. К президенту в итоге вернулись только Хелена и Леон Кеннеди, также агент США. Но уже было поздно, и верховный главнокомандующий обратился в зомби и был застрелен. На связь с героями вышел Ханниган, и, узнав о случившемся, рекомендовал героям покинуть зону поражения. Но Хелена знала, что даже если сейчас она скажет правду про Симмонса и лабораторию, то ей вряд ли кто-то поверит. Она воспользовалась авторитетом Леона и, проявив инициативу, сказала Ингрид, что у Кеннеди есть зацепка. Тот удивился, но подтвердил ее слова. Рассказывать она также ничего не стала Леону до самого собора. Хелена изначально была против какой-либо компании других людей, считая, что любой левый человек может их затормозить. А если учесть, насколько сильно она переживала за сестру, любая потеря времени была для них критична. Преодолев большую часть города на своих двоих, герои объединились с другими уцелевшими, которые как раз-таки и держали путь в тот самый собор, так как он по совместительству являлся точкой эвакуации.
Хоть и не без приключений, но герои добрались до места назначения. От Ханниган стало известно, что ответственность за произошедшее взяла на себя организация Neo Umbrella, а также просила узнать больше информации о соборе, так как большие шишки в лице Симмонса не дают ей прохода. Леон-то и знать не знает, что там внутри, ну а Хелена все так же не собиралась раньше времени просвещать его. В скором времени автобус попадает в аварию и выживают только Леон и Хелена. Они добрались до собора, и Хелена объяснила, что под алтарем есть потайной ход, откуда через время появилась причина распространения газа, а именно липотица. Герои успешно ее устранили, хотя та успела уничтожить большую часть людей. Под собором оказалась лаборатория, в которой происходили эксперименты по созданию вируса Си. Здесь агенты замечают некие коконы, которых раньше не было, пока Хелена была тут в прошлый раз. Они находят запись некого эксперимента, на котором запечатлено рождение женщины, в которой Леня узнает Аду Вон. Однако это была не она. Старшая Харпер начинает переживать за сестру еще сильнее, когда видит на операционном столе тело девушки, но старается гнать от себя ужасные мысли. Дебру герой все-таки находит, и, как я уже говорил, на ней применили штамм вируса, и позже она начинает мутировать. Однако со стороны метким выстрелом прилетает чья-то стрела прямо в голову той, кто раньше считала сестрой Хелена. Старшая Харпер снова поддается эмоциям и направляет пистолет в сторону убийцы. Ей оказывается знакомая Леона Ада Вон. Но поговорить особо не удается, так как Дебра оказывается все еще жива и продолжает мутировать. Стоит отметить, что ее сестра обладает своего рода уникальной мутацией для данного штамма, но в подробности вникать не буду, так как на канале есть отдельный ролик про вирус Си. Так или иначе, Дебру удается одолеть. Хелена признается Леону в содеянном, а также клянется отомстить за все это Симмонсу. Ада, как выясняется, знает больше и также знакома с Дереком, но не спешит делиться информацией. Симмонс – глава тайного общества под названием «Семья», который уже много веков манипулирует политикой западного мира и пойдет на все, чтобы сохранить стабильность и существенный мировой порядок, который президент собрался нарушить, рассказав правду о Ракун-Сити и причастности правительства к созданию БОО и первоначальном сотрудничестве с Амбреллой. Симмонс недолго остается в тени и пытается свалить вину смерти президента на героев, но они, благодаря Ханниган, имитируют свои смерти и отправляются за Симмонсом в Китай, где также были замечены вспышки вируса Си. По пути, наблюдая, как Дерек, заметая следы, уничтожает All-Oaks, в котором 90% людей оказались заражены. Хелена не понимала, почему Леон просто не сдаст ее и тем самым просто не снимет с себя подозрения. Но Леня сам был заинтересован в этом деле. И она не пожалела, что в напарнике ей достался именно он. Хотя по характерам они в корне разные. Однако до Китая добраться так просто не получилось, ведь Симмонс знал о том, что Леон и Хелена выжили, и отправил им посылку в качестве липотицы. В результате герои приземлились, но немного не так, как хотели, но главное, остались живы. Они сразу встретили знакомую Леона Шерри Биркин в компании Джейка Мюллера. Он по какой-то причине находился под защитой правительства США. Однако причина этого Шерри не посвятила. Зато стало известно, что Дерек – прямой начальник Шерри. Но диалог закончить не успели, так как на них напал Устанак. Существо, которое Леон и Хелена видят впервые. Но вот другой паре напарников он явно уже успел надоесть, и в 4 ствола его удается вывести из строя. Шерри все-таки больше верит Леону и дает точное месторасположение, где должна произойти встреча. Собственно, туда они и направляются. По пути они снова встречают якобы Аду, которая ведет себя на этот раз недружелюбно, и ее явно преследует кто-то еще. Казаками оказываются Крис Редвуд и Пирс Нивенс, которые хотят прикончить ее по своим мотивам. Леон не дает этого сделать, и та в итоге, воспользовавшись ситуацией, сбегает. Герои успели добраться до Симмонса, все вчетвером. Дерек даже не пытался скрывать свое участие в этом, а также позже оказывался сам же заражен улучшенным штаммом вируса Си. Герой вступает с ним в бой и побеждает. Казалось бы, можно выдохнуть, но Хелена заметила в воздухе ракету, в которой находился тот самый вирус Си, и которая успешно ударила по городу, превращая всех, кто его вдохнет, в зомби. Ханниган связывает Леона с Крисом, и тот передает ему информацию, которую он узнал с флеш-карты Шерри. Джейк Мюллер является сыном Альберта Вескера, и в его крови содержатся антитела к вирусу Си. Но тех уже успели схватить и держат в плену.
Крис и Пирс отправляются на выручку Джейку и Шерри. Сами же герои снова борются за свою жизнь. Да и сам Симмонс оказывается жив, но компанию в его усмирении составляет сама Ада, которая якобы должна быть мертва по докладу Криса, и худо-бедно, раз за разом, героям удается убить его. И сестра Хелены была отомщена. Хелена не пыталась уйти от ответственности и прекрасно ощущала себя виноватой за то, что она сделала. Однако ее посчитали неправильным карать за преступление Симмонса и оставили на службе. За что нужно сказать спасибо Аде, которая оставила улики, которые опять-таки доказывают причастность Симмонса. На этом ее история заканчивается. Макап для Хелены произвела Кэтрин Рэндаль. В английском дубляже ее озвучила Лора Бейли. У нее очень обширный список озвучек в играх разного калибра, а если быть точным, если не ошибаюсь, даже больше 200 участий в каких-нибудь опять-таки озвучках. После того, как она получила роль Хелены во франшизе Resident Evil, то немного удивилась, так как думала, что будет озвучивать Шерри. Ведь раньше, а именно в Хрониках Темной Стороны, она озвучивала именно ее. Но и озвучка Хелены ей зашла, так как считает ее довольно-таки жесткой. Ей очень нравится Джилл Валентайн, да скажу больше, это ее любимый персонаж. И она хотела бы попробовать себя в ее роли. Как считаете, справилась бы она? Как сама она говорит, у нее с Хеленой есть еще одна точка соприкосновения. Они оба пытаются постоянно защищать своих друзей и чувствуют за них ответственность. Всем спасибо, кто уделил время данному ролику. Не забываем оставить реакцию в виде лайка или диза, а также написать свое мнение о Хелене Харпер. До встречи!